Сегодня у нас жара, 41 градус. Получается, у нас до 43 поднялась температура градусов тепла. Сегодня у нас жара, 41 градус. Но нас это не пугает. Сегодня едем на трассу. Где-то 250 километров надо преодолеть. Сейчас у нас показывает 16 киловатт на 100 километров расход. Посмотрим, какой расход у нас будет по трассе. Ехать будем с кондиционером, так как жара. И в салоне будет полный салон людей будет. Сейчас на вокзале встречу людей. И выдвигаемся в сторону Узбекистана. Там сейчас еще жарче. Около плюс 43 вроде как. Ну, подъедем к границе, посмотрим, сколько будет. Вот по пути встретили Теслы, Айон, электромобили, в общем, везут в Узбекистан. Вот добрались до границы с Узбекистаном. Пост Жибек-Жалы. Проехали 117 километров. 40 градусов показывает. Ну, когда 40, когда 41. Значит, в дефиците 7 километров. Ну, менее 10%. Как бы дефицит очень хорошо. Ехали вот на таком кондиционере. Вполне хватило. По затратам у нас получается 15 киловатт на 100 километров. Ну, посмотрим, что покажет обратная дорога. Забыл отметить, ехали 80-90 где-то средняя скорость. Ну, когда 100. Ну, для жары с плюс 40, мне кажется, прям очень хороший результат. Еще плюс с кондиционером. Ну, я прям доволен. Проехали 200 километров. Дефицит образовался в 25 километров. Это где-то чуть больше 20%. Вот. Компьютер показывает 15 киловатт на 100 километров расход. Едем также с кондиционером. Ну, пока так. Вот, въехал в город. Город Шымкент. Получается, у нас до 43 поднялась температура градусов тепла. В городе жарче на пару градусов где-то. Но с дефицитом идем. Вот я приехал домой. Проехал 233 километра. 33% остатки из прогнозируемых 140 километров. Погрешность в 37 километров. Разница между прогнозом и фактом. Значит, 15 километров на 100, 15 киловатт на 100 километров показывает расход. Ехали с кондиционером. Ну, в общем, так. Еще вон арбузов загрузил по пути. Ну, в принципе, кондиционер кушает, но не так прям сильно, как я думал. Кстати, забыл отметить, что 41 градус сейчас. Ехал также скоростью 80, 90, 100, не ниже. Такая скорость была в основном. Резюмируя данную поездку, могу сказать, что 300 километров можно проехать с кондиционером на данном электромобиле Worldmaster EX5Z.